Всем привет! На связи Харьков. В это невозможно поверить, но Харьков становится похожим на тот город, каким мы его привыкли видеть до войны. Я сейчас говорю не про обстановку в целом. Она остается сложной и тревожной. А про улицы города, про настроение предпраздничное, глядя на вот это все. Конечно, нарядные улицы только в центре города. Но так было и до войны. Но радует то, что город живет, город украшают и готовят к новогодним праздникам. Всего на полчаса включили новогодние декорации в Харькове, чтобы протестировать качество их подключения и исправность. Но нам и этого времени хватило, чтобы зафиксировать этот приятный торжественный момент. В этом году впервые с начала полномасштабного вторжения новогодними огнями украсили улицы города, а не только метро. Для украшения города было использовано около километра энергосберегающих гирлянд. Все они уже применялись для праздничного оформления, ведь из-за войны новых украшений не покупали. Использовали то, что удалось сохранить с довоенных времен, рассказали в Харьков-Зеленстрой. Включать иллюминацию на постоянной основе начнут с 1 декабря вместе с уличным освещением, если будет позволять энергетическая ситуация и обстановка с безопасностью. Также в Харькове к Новому году украсили станцию метро «Университет». Новогоднюю елку, учитывая требования безопасности, установили под землей. Она будет радовать детей и взрослых. Иллюминацию также планируют включить с 1 декабря. Ну что ж, новогодние праздники приближаются, и в Харькове проанализировали цены на подарочные наборы сладостей. Стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и так далее. Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 80 гривен за 100 грамм до 630 гривен за 850 грамм, а шоколадные фигурки от 30 гривен за штуку. Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью, которая идет в комплекте, стоят от 185 до 350 гривен. Адвент-календари с шоколадами и конфетами стоят от 250 до 600 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 10-15%, отметили в мэрии. И там также напомнили, что цикл зимних праздников начинает День Святого Николая, который будет отмечаться 6 декабря. В Харькове построят уникальную больницу. На базе Харьковской областной клинической больницы планируется построить уникальный подземный медицинский комплекс «Ковчег». Это будет первая подземная больница в Украине, где смогут одновременно получать медицинские услуги более 2000 пациентов. Больницу построят в несколько уровней.
При ее проектировании специалисты учитывают мировой опыт, в частности США и Израиля. Больница должна быть современной и отвечать всем мерам безопасности. Активная фаза строительства подземного медкомплекса «Ковчег» должна начаться в 2025 году. Финансирование уже заложено в профильном министерстве. Как вы уже знаете, россияне 25 ноября ударили ракетой по центру Харькова. В результате этого удара пострадали 23 человека. Повреждено более 40 домов. Так вот, во время этого удара не было воздушной тревоги. Ее объявили через минуту после атаки. Почему так происходит, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, все зависит от типа баллистической ракеты и места ее запуска. Скорость баллистических ракет несколько тысяч километров в час. Такие ракеты поднимаются в стратосферу, а затем падают над местом поражения. Поэтому, говорит Дмитрий Чубенко, их не всегда видно на радарах ПВО. В основном фиксация запуска баллистической ракеты происходит с помощью визуального наблюдения за территорией Российской Федерации. Во время запуска происходит мощный взрыв, выброс большого количества пламени, из-за чего его можно визуально наблюдать. Но потом, когда ракета запущена, она по-прежнему отображается и к тому же очень быстро летит. До Харькова это около минуты, в зависимости от того, где запускается, пояснил Дмитрий Чубенко. Россияне запускают ракеты не только из Белгородской области, но и из Курской. Она подальше от Харькова и, в принципе, сложнее идентифицировать запуск этой ракеты. Кстати, во время обстрела 25 ноября чудом уцелел университетский витраж со сковородой. Харьковчане считают это хорошим и обнадеживающим знаком. В результате ракетного удара в главном корпусе педагогического университета имени Григория Сковороды разбились 2 из 3 оконных витражей. Не пережили удара портреты педагогов Антона Макаренко и Василия Сухомлинского, а изображение Григория Сковороды единственное осталось невредимым. А Харьковский национальный технический университет, Харьковский политехнический институт вошел в топ-3 украинских вузов по количеству иностранных студентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. На первом месте топ-3 Киевский национальный университет технологии и дизайна, 1797 иностранцев. На втором Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, 1756 иностранцев, а в ХПИ учатся 1130 иностранцев. Еще такая интересная информация. По данным аналитического сервиса Open Data Bot, земля Харьковщины дорожает. Актуальная цена на землю в Харьковской области превышает уровень января 2022 года. За более чем 2 года войны стоимость земли в Харьковской области сначала упала почти вдвое, а затем начала стабильно расти, достигнув высоких показателей. По данным бота, война существенно изменила ценовую динамику рынка земли в Харьковской области. До начала полномасштабного вторжения России стоимость гектара земли в регионе составляла 34,5 тысячи гривен. Однако боевые действия привели к резкому падению цен.